Какой сегодня день? А действительно, какой? В этот день Юрий Гагарин на космолете Восток-1 с космодрома Байконур. Стоп, я понял. Сегодня день космонавтики. Да. А мы тут при чем? Ну, при том, что нужно зрителю. Фигурка. И котики. Все любят котиков. Подожди. У меня есть и то, и другое. А при чем здесь космонавтика? И кот-астронавт. Действительно, кот-астронавт. Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Поздравляем вас с Днем космонавтики, и сегодня в выпуске мы распакуем и покажем вам классную фигурку кота-астронавта по имени Сэм от компании. — 25-й. Или 257-й. 257. 257 из 399. Вот, также тут есть послание какое-то тоже от разработчиков, видимо, производителей. Все очень handmade, потому что, видимо, бумажный скотч. Малярный. Ой, он случайно склеился. То есть это действительно штучное производство, не фабричное. Кошачья шерстка для головы кота специальная, и она же печатка с компанией. Раньше компания вкладывала пробирочки в свои фигурки. В каждой пробирке шла деталь, косточка. Вот, и часть тела, видимо. Да, часть тела. И когда ты собирал по задумке
компании. Это была часть тела ультимативного босса, создателя непосредственно Black 13 Park. И компания, задумка была такая: вы собираете все эти части, и у вас будет, во-первых, фигурка, а во-вторых, вы получаете еще скидку от компании непосредственно на покупку вот этого самого босса уже, ну, не в виде там скелетика, а уже нормального такого. Но здесь мы видим, что у нас этой пробирочки нигде нет. Да, ее нет здесь. Поэтому, видимо, то ли компания забила, то ли они считают, что эта фигурка относится к линейке Steampunk, поэтому, возможно, не положили к ней самую пробирку. Жаль. Как у всех фигурок. Относится, вот, смотри, видишь? Ну, хотя, да, скафандр очень даже... Здесь же есть стимпанк. Вот. Как у всех компаний мы видим прозрачное лицо. Одну из прозрачную маску для лица. Прозрачную маску для второго лица. Это у них такая тема личика в разрезе. Котик. Все еще это мы покажем на крупных планах, Да, я думаю. конечно. С одеванием. Жуткие человеческие лица просто. Котик. Собственно, прозрачную голову кота, мордочку, чтобы было видно череп, мозг. Мордочка кота. Ой. Ну вот, собственно говоря. Если вы оденете прозрачную масочку, вот у вас такая вот прекрасная мордочка будет. Для любителей. Ой. Внезапно. Мордочка еще тоже разбирается, чтобы всю анатомию котейки могли увидеть. Ой, все очень удобно на магнитах, кстати. Да. Всё Никаких штырьков, ничего. Да, даже эти штуки тоже не могу. Кусок. Давай, доставай быстрее. Я уже хочу крупные планы. Пылесос. Нет, это на самом деле это респиратор. Еще одна мордочка кота довольная. Ой, да, улыбашки, но он такой клевый. Так, здесь мы все вытащили. Ну и, собственно, сама фигурка астронавта. Тяжеленькая. Ой, тут еще что-то. Мое любимое оружие. Я любитель оружия. Где? Как? Потом соберем. Собственно, вот такой астронавт у нас. Телоиды, кстати, у компании очень качественные. Они не экономят. За такую цену еще экономить, конечно. Ну, как бы да. Вот, поэтому... Ой, это же этот шлем. Собственно, его шлем. Сейчас мы все в сборе покажем, как это все собирается. Ой, тут еще что-то есть. О, еще На один. крупных планах. Еще один шлем. Вот такая комплектация. А тут у нас что? Тут у нас для глаз. Для глаз? Да, это пластик для глаз, чтобы закреплять внутри глаза, чтобы... Короче, мы покажем на крупных планах. Что, крупные планы? Подожди-ка. Да. А теперь укрупняемся. Вжух! В полном одеянии наш герой напоминает этакого стимпанковского космолесоруба, о чем говорит массивная конструкция на плечах с кучей шестеренок, циферблатов, реактивных сопел, а также разных торчащих из нее трубочек. Она, в свою очередь, надета на дутловатый комбинезон оранжевого цвета. На случай, если придавит космическим баобабом, то тело будет видно издалека. На ногах надеты мощного вида башмаки, а на руки под стать им перчатки. И завершает сей ансамбль огромная титановая мега-сабля, чем-то напоминающая смесь пушки из Gears of War и ганблейда из Final Fantasy VIII. Чудо-сабля может с легкостью превращаться в плазмопушку благодаря удобным креплениям с магнитами. Если снять шлем, то по дефолту под ним находится голова мужчины, которую можно заменить на голову... Господи, что это, такое? Женщины? Вид у нее довольно криповый. Словно автор, создавая ее в своих нездоровых фантазиях, представлял феерическую оргию между Миленой из Mortal Kombat, Джокером и Бэтменом. Получилось как-то так.
Ну, а основная третья голова – это, конечно, котик. Создатели фигурки просекли фишку, что с котиками все становится лучше, и сотворили этого милаша. А если дать ему в лапы оружие побольше, то он просто излучает обаяние и как бы намекает, что вы умрете либо от умиления, либо от моей пушки. И вообще, с этим персонажем сразу становится ясно назначение некоторых элементов костюма, например, огромных подколенных карманов. Конечно, ведь туда можно напихать столько кошачьей мяты. Неудобно доставать, говорите, будет, а он сделает хоба! Что же можно снять с фигурки помимо шлема? Правильно, лицо. На самом деле оно совершенно безумная и странная затея, которую мы встречали, но факт остается фактом. Лица у голов снимаются. А чтобы нашим космонавтам не было холодно без слоя эпидермиса, на подкожный покров предусмотрены прозрачные колпачки. Но, как говорят в надоедливых телемагазинах, и это еще не все. Если расстегнуть нашему герою комбинезон и костюм под ним, то взору предстают не мужская волосатая грудь, и не кошачья мохнатая, и даже не женская сочная, а внутренние органы. Мы уже предчувствуем, как учащиеся на медфаке начинают копить потихоньку деньги на этот атлас человеческой анатомии. На самом деле, показ органов ограничивается грудной клеткой и брюшной полостью. Дальше придется опять учить по скучным книжкам. Фигурка обладает подвижными глазами, сделаны они из стекла, а закрепляются внутри головы на специально идущий в комплекте модельный пластилин. Подвижность точек артикуляции телоида, детализация и качество фигурки на высоте, за исключением одного момента. Те, кто видел промо-фотки у компании, наверняка помнят фото с фигуркой в нижнем черном костюме. Так вот, чтобы снять основной комбинезон, нужно снять сапоги, а их нельзя снять, не сломав пек, который имеет форму конуса, а не шарика, как мы привыкли. И даже при нагреве не вынимается, а ломается. Но если вы вдруг смогли снять комбез, поделитесь с нами, как вам это удалось. А на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте про нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас космическими фигурками. Пока!